Несколько лет назад я задалась поиском такого стула, который бы позволял мне работать и не ощущать боль в спине и в шее. Я не хотела с возрастом становиться сутулой и с больной спиной, а спина, кстати, влияет и на внешний вид лица, и на голос, и вообще на здоровье в целом. Так что осанка – это супер фундаментальная вещь. Возьмите, к примеру, как выглядят балерины в возрасте и не балерины в возрасте. В общем, поэтому я углубилась в эргономику вопроса, попробовала на себе разные форматы стульев, и сейчас, по прошествии времени, хочу показать вам и рассказать про много странных, но эргономичных стульев. Серьезным генеральным директорам в костюмах с галстуком все, что я сейчас расскажу, может не зайти, но вот для творческих натур, для обычных работяг, для школьников, студентов и всех, кто регулярно сидит подолгу за компьютером, этот ролик обязателен к просмотру. Вот вы когда приходите в магазин, вы как садитесь примерять стул? Вот как-то так. Садитесь, облокачиваетесь на спинку и думаете, удобно вам будет так сидеть за компьютером, работать, играть или что вы там делаете, или нет. Смотрите, насколько удобны и регулируются ли подлокотники, откидывается ли спинка, сеточки, подушечки, валики, подголовники, подъемные механизмы, качели, спинка бабочкой, ой, сколько всего понакрутили, но в реальности никто не сидит на таких стульях так, как сидят за ними в магазине. За столом человек вдруг перевоплощается в какое-то невероятное скрючившееся существо. И смотрите, что происходит. Поясница выгибается наружу, а анатомически ей удобнее быть вогнутой. И сидим мы как-то так или так, но никогда не так. И не ругайте ваших детей, что они делают уроки скрючившись. Это не дети у вас неправильные, а стулья неправильные. Только при вогнутой пояснице мы можем сидеть за столом ровно, и только с вогнутой поясницей наша спина не будет болеть. В середине 20 века в Дании начали изучать вопрос эргономичной посадки человека за столом. Оказалось, дело совершенно не в том, какая спинка у стула, и не в его форме. Исследователи этого вопроса поняли, что если нагнуть сиденье на 15 градусов вниз, то тогда мы сможем получить необходимый анатомический изгиб поясницы, и человеку уже будет не просто чуть удобнее сидеть ровно, ему только ровно и будет удобно сидеть. Все обрадовались, как они смогли решить такую головоломку, зарядили салют, открыли шампанское, рассыпали конфетти, позвали цыган и оркестр, и казалось, что все теперь будет хорошо. Но хорошо не стало. Оказывается, долго сидеть на пологом подпопье неудобно. Человек просто скатывается. Это заметили в Норвегии и ловко подставили под колени опору. Получился вот такой вот коленный стул. Сейчас его можно найти в магазинах как с опорой под поясницу, так и без нее. У меня есть такой стул, он с опорой под поясницу, но, скажу честно, она совершенно не нужна. Сидеть за таким стулом можно только ровно, и никакой поддержки поясницы не требуется. Более того, появились динамичные модели, на которых можно ездить или качаться, что снимает с мышц тела статическую нагрузку. Потому что, как вы помните, в каждом из нас все еще живет маленькая дикая обезьянка, которая пребывает в шоке от происходящего и все еще не до конца эволюционно адаптировалась к тому, что ей больше не нужно бегать, прыгать и скакать, а нужно целый день бездвижно сидеть за столом. Поэтому коленные стулья, которые помогают нашей обезьянке немного размяться, прекрасны. И вроде вот оно, идеальное решение, додумались. Теперь все прямоходящие будут действительно прямо ходить и прямо сидеть. Все начали готовиться к вечеринке, но вдруг обнаружилась другая проблема. Долго сидеть на коленном стуле трудно даже людям со здоровыми коленками, а уж с больными так вообще противопоказано. У меня, например, здоровые колени, но они начинают поднывать примерно через 3 часа работы за таким вот стулом. Надо встать и пройтись или как-то иначе размяться. И дело тут в том, что вес тела при таком расположении бедер перераспределяется на колени. Поэтому для людей с большим весом сидение на коленном стуле может быть и еще сложнее. Конкретно в моей модели мне не нравится то, что мой стул весь скрипит, весь сделан из каких-то неотесанных железок, да и выглядит он страшновато с точки зрения дизайна. Такой стул, он, конечно, испортит любой интерьер комнаты.
Но стул типа качели с дизайном получше и который не скрипел, мне на момент покупки не подходил, потому что для моего эксперимента мне необходимо было иметь возможность регулировать наклоны этого стула, а у качелей ничего не регулируется. Они подбираются под анатомию тела и все. Короче, размышления на тему эргономичного стула продолжились. Стало ясно, что бедра под наклоном – это хорошо, но сползание и упор в колени – это плохо. Стали думать, куда еще можно упереться, и придумали вот такой вот стул-седло, за которым нужно сидеть, как за настоящим седлом, и работать как бы полустоя за высоким столом. Вы могли встречать такой стул в кабинетах у стоматологов, они часто их используют. Именно такие стулья обеспечивают и нужный изгиб в пояснице и не нагружают колени. Но стул-седло на самом деле тоже требует привыкания. Ощущения, когда сидишь на таком стуле, абсолютно точно такие же, как во время прогулки на пони или на лошади. Точно такое же седло. И если на нем долго сидеть, то первое время, пока не привыкнешь, все равно будет ощущаться дискомфорт в районе седалищных костей и тазобедренных суставов. К тому же такая модель не подходит женщинам, которые носят юбки. А сама идея работать полустоя меня изначально немножко напугала. Для меня на тот момент работать за столом сидя все-таки был еще такой шаблон, который мне было нелегко порвать. Но тогда впервые у меня закралась идея о том, что мне интересно попробовать, как это работать за столом стоя. И мне захотелось иметь возможность иногда поработать стоя. Тогда я приобрела стол с подъемным механизмом. Такие столы хороши тем, что они подстраиваются не только под ваше настроение, но и под ваш рост. Этот стол нравится мне тем, что я могла несколько раз за день поменять его высоту, в зависимости от задачи, над которой я работала. Если мне необходимо было что-то собрать руками, зарисовать какой-то эскиз, проверить почту или ответить на письма, все это удобно мне было делать на разной высоте и по-разному подходя к столу. К такому столу я решила купить себе вот такой вот стульчик из Икеи. На самом деле это модифицированная Икеей версия стула-седла. На нем можно сидеть как на стуле-седле, а можно как на обычном барном стульчике. Но еще на нем можно качаться и тем самым снимать с ног статическое напряжение от нахождения тела в одном положении. Последняя опция меня сначала пугала, и мне очень долго казалось, что он скатится, но он достаточно хорошо спроектирован, и им очень приятно пользоваться, ничего такого не происходило. И тут смотрите, какой есть нюанс. Для того, чтобы подойти к обычному компьютерному стулу, вам нужно его как-то немножечко обойти и туда плюхнуться. Для того, чтобы сесть, работать за коленный стул, вам необходимо тоже на него как-то вскарабкаться и взгромоздиться. Но для того, чтобы начать работу на стуле-седле или на такой вот округлой табуреточке из Икеи, вам необходимо просто на нее облокотиться. И мне очень понравилось, что так даже как-то ментально становится легче подойти к столу и начать работать. Сейчас с такой комбинацией стола и стула я провожу большую часть своего времени. Сижу с ровной спиной и вообще могу сесть в лотос. От того, что я сижу с такими стульями и держу спину ровно, спина у меня теперь совершенно не болит, а ровная осанка помогает быть более сконцентрированной в работе и в решении задач. Расскажите мне, был ли у вас опыт сидения на таких вот странных стульчиках? Или, может быть, вы нашли какой-то другой, самый удобный в мире стул, о котором я не рассказала в ролике, и готовы поделиться о нем в комментариях, рассказать мне и другим страждущим. Ставьте лайк, если узнали что-то новое, делитесь этим видео с тем, кто сутулится, и подписывайтесь на канал, чтобы жить в красоте и комфорте. Всем дизайн!